Начинаем наш прямой эфир. Я сразу хочу оговориться. Этот прямой эфир, он такой немножечко спонтанный вышел, и презентация к нему готовилась примерно за час до эфира, поэтому мы на 5 минут задержались. Мне нужно было еще все подготовить, сесть и включить. Вот, за это я, конечно, извиняюсь. Эфир хочется провести таким домашним. Мы в любом случае выложим запись эфира в наши обычные социальные сети, YouTube, Рутюб, поэтому я не могу не сказать пару слов о нас, потому что у нас достаточно много новых новых подписчиков, особенно в "Ютубе". 50 000 подписчиков сегодня. Я увидела, что у нас накопилось. Это очень приятно. И, возможно, они не знают, кто мы, что мы, нашу историю. Поэтому нашу презентацию я начну коротко, да, о нас. А, а далее мы уже поговорим про наши стандартные новости и эфир, который... Так, сейчас поделиться. Эфир у нас просто такой домашний, поэтому заваривайте теплый напиток, можете что-нибудь готовить, вязать, наслаждайтесь. Вот это будет просто вот такой прямой эфир, где мы будем много делиться своим опытом и красотой. В эфире Дом кружева Делейс. Мы создаем искусство в мире моды. И это искусство было рождено из любви и поддержки. Э, Мы создаем кружевные изделия. Так, это искусство было рождено из любви и поддержки. Это проект семейный меня и моей мамы. Меня зовут Анжелика, мою маму Раиса Петровна, Демидова Раиса Петровна. И это проект про то, когда человек занимается творчеством, занимается любимым делом, и если в него верят его близкие, они его поддерживают, они его в какой-то степени начинают структурировать, его талант, он становится видным и явным для других людей. И это не только про то, что можно вязать изделия на заказ, это про наш путь становления действительно вот именно домом кружева, да, когда мы собрали, объединили мастериц, научили их вязать, когда мы собираем вместе изделия. Это не просто работа, я бы сказала, что это такой образ жизни, где мы сами творим ее. Изделия мы создаем в технике ирландского кружева. Концепция создания изделия: вяжутся мотивы отдельно, далее выкладываются на специальных манекенах и собираются различными видами сеточек. Как мы собирали команду? Мы создали за 6 лет несколько мастер-классов, о них я чуть позже расскажу. Разные схемы, видеоуроки, все вот суммарно вы видите эти цифры: 120 PDF, 150 схем нарисовали, 280 видео отсняли, смонтировали. Но на самом деле на сегодняшний момент уже прибавилось, потому что у нас, спойлер, новый мастер-класс появился. Также мы создавали манекены для мастеров, чтобы они могли воплощать все свои задумки. Команда наша была выбрана из 1000 мастеров. Около 1000 мастеров связали 200 изделий, и 11 лучших мастериц мы отобрали в нашу команду, и сейчас создаем с ними коллекцию. Подытожим. Коротко, чем мы здесь занимаемся? Мы создаем изделия в технике ирландского кружева. Также мы проводим мастер-классы в этой технике от начала до самых изделий плечевого характера. И также мы создаем манекен изделия на заказ, то есть это индивидуальный манекен, который остается под каждого клиента. Также у нас есть телеграм-канал, если вы смотрите эту запись на Рутюбе или Ютубе, рекомендуем вам подписаться. Мы раз в месяц проводим подобные прямые эфиры, рассказываем про наши новости, достижения, делимся разными красотой. У нас бывают бесплатные мастер-классы, которые вы также можете пройти. Какие у нас есть большие мастер-классы? Это, конечно, мастер-класс «Болеро». Есть подробное видео, где вы за 26 минут сможете посмотреть, какие мотивы в него включаются, какие сеточки изучаются и разные примеры мастеров, которые прошли этот мастер-класс и создали свои изделия.
Мастер-класс жакет уже чуть сложнее болеро, поэтому если вы хорошо уже умеете вязать крючком, то рекомендуем рассмотреть именно этот мастер-класс. Как сказала одна из мастериц, которая проходила наш оффлайн мастер-класс в Москве в сентябре, она сказала, что вот мастер-класс жакет — это мастер-класс, который нужно как классику, вот все собрано там, то есть там нет ничего лишнего, и там есть абсолютно все. И если человек действительно хочет именно ирландское кружево узнать, познать, понять, то хватит только даже одного мастер-класса, это мастер-класс жакет. И мы с ней полностью согласны, потому что изначально, когда мы начали создавать мастер-классы в 2020 году. У нас была цель в начале года собрать команду, и мы решили, конечно, собирать команду, провести мастер-класс оффлайн. Мы сделали это в нашем городе Омске. Мы февраль, март проводили эти мастер-классы, а потом всех посадили на ковид, и мы подумали так, ну нам же нужна команда, как мы будем ее собирать, и решили выйти в онлайн формат, хотя до этого не рассматривали такой момент, да, что можно в онлайне как-то м, как-то себя позиционировать, рассказывать. Для нас это было что-то неизведанное, и мы решили в какой-то степени рискнуть и пойти проводить мастер-класс онлайн. И мастер-класс «Жакет» — это был наш первый такой продукт. В дальнейшем я выступила просто вот тоже на каком-то таком прямом эфире, со всеми мастерами общались, я была в Болеро, и мастера попросили: так, а что это на вас? Мы тоже хотим болеро связать, и поэтому у нас появился мастер-класс болеро. А в дальнейшем Раиса начала творить, создавать новые мотивы, и мы решили еще добавить мастер-классы, чтобы скилл, чтобы уровень мастерства, конечно, рос у наших участниц. Также есть по нему подробный видеообзор, вы можете ознакомиться с ним. Ссылочку мы все оставим в описании к этому видео. Мастер-класс «Жилетка». Еще одна интерпретация этой жилетки, используя те же мотивы, что и на тот мастер-класс «Жилетка», у нас сделал мастер Олеся, мастерица Олеся из Новосибирска. Вот она сама в этой жилетке, прекрасно на ней сидит и украшает гардероб, мне кажется, каждой девушки. Мы обязательно добавим в техническое задание его, а пока вот вы можете приобрести. Сейчас на данный момент там есть целых 10 эскизов, то есть 10 изделий можно связать, проходя мастер-класс «Жилетка». Ссылку на сайт также приложим к описанию к этому видео. Мастер-класс брюки. Брюки сейчас еще в процессе создания. У нас вяжутся мотивы, но мы уже приступили, начали сеточку создавать и собирать брюки. Также ссылочку оставим в описании. И мастер-класс кардиган. Это очень сложный мастер-класс. Здесь мы собрали мотивы из МК «Возрождение». И кардиган будем собирать, как вот видите, из тонкой-тонкой шерсти. Также ссылочку оставим в описании. Какие у нас новости в нашей студии за последний ноябрь? Конечно, это теплая Ирландия. Я решила так сократить ТИ. Вообще вот у нас часто мы вот так вот сокращаем, просто пишем теплая Ирландия. Проект Теплая Ирландия — это такое новое веяние в нашем творческом пути. Я думаю, что вы заметили, что на просторах интернета стали очень популярны изделия в технике такого большого, большого кружева. Вот я сегодня сама в таком прекрасном свитере сижу. И мы тоже подверглись влиянию этого тренда, этой моде, но, конечно, как всегда, решили прожить это по-своему. И Раиса, начиная где-то с августа-сентября прошлого года, начала создавать мотивы. Сначала так, для себя, чтобы просто попробовать. У нас не было в планах, что мы обязательно какой-то мастер-класс запустим. Но к зиме уже столько мотивов накопилось, что мы начали думать после Нового года, что надо с этим что-то делать, надо об этих мотивах рассказывать, потому что изделия можно очень интересные придумывать, и хочется делиться такой красотой.
Мотивы действительно невероятные, авторские. Я даже вижу, как есть на просторах интернета, пытаются копировать эти мотивы, пытаются, ну вот прям вот, знаете, почти повторить точь-в-точь, но не получается, конечно, точь-в-точь, потому что есть свои нюансы, есть свои секретики, о которых мы рассказываем на самих мастер-классах. А еще, конечно, хочется, чтобы мастера все-таки делали от своего имени, от своего сердца, как у них, да, рождается это все. А то как-то вот, когда копируют. И нам, конечно, приятно, нам это льстит, значит, мы идем впереди, раз нас копируют, но конечно, немножко хочется, чтобы это была действительно такие достойные мастера, которые создают достойные, интересные вещи, чтобы мы могли делиться, рассматривать, вдохновляться. А когда вас копируют, то в какой-то степени даже вот не то, что мастер пришел и проходит наш мастер-класс, да, а именно вот полностью пытаются, грубо говоря, слымзить, насмотревшись, и повторить. Тут, мне кажется, это очень такое недостойное, некрасивое поведение, когда ты сам не можешь придумывать, вот поэтому приходится единственным способом вот что-то у кого-то копировать. Мы связали свитер Лилия. Это гордость этого года для меня точно, потому что в самом где-то в мае я придумала эскиз этого свитера и не могла понять, мы сможем сделать такой свитер или не сможем. Было очень много страхов, связано, конечно, с этим изделием, потому что это первое изделие. И, конечно, есть свои нюансы, да, то есть мы раньше работали только в тонком кружеве, как будет вот это все смотреться в толстом кружеве. На мой взгляд, достойная работа. Я очень ей горжусь. У меня на портновском манекене висит этот свитер. То есть я его даже не просто в гардероб убираю, я его прямо на этот манекен вешаю и каждый день на него любуюсь, зная, что для меня это как символ того, что у нас действительно получилось задуманное. Я уже активно в нем гуляю, хожу на всякие мероприятия, и однажды пришла на... Сейчас хожу на курсы ораторского искусства, и я зашла в комнату, чуть-чуть опоздала, и все на меня повернулись. Ну, вот знаете, тот момент, когда уже все сидят, и ты заходишь на 1 минуту позже, все вернулись, и это было очень приятное удивление, потому что все были в восторге, начали меня расспрашивать, что это на тебе, как это так, вообще, откуда это. И я вот рассказала как раз, чем мы занимаемся. Все были в восторге. Это было очень приятно. Небольшое видео вам посмотреть. Свитер очень теплый. И я думаю, что еще, конечно, есть нюанс, да, вот эти все колечки, шишечки, дырочки, все-таки он продувается, это нормально. Я думаю, что я еще куплю лонгслив, такой очень тонкий под него, либо боди бежевого цвета, и буду носить. Буду носить этот свитер, особенно сейчас, зимой. Очень красиво смотрится в гардеробе. И, конечно, такой ажиотаж поднялся. Я недавно выложила пост о том, что мы завершили теплую Ирландию, то есть все, кто у нас весной приобретали этот мастер-класс, они приобретали мастер-класс, думая, что там будет около 40 уроков, потому что мы на самом деле так и заявляли, что это будет 40. В итоге вышло в 49 видео и в гораздо больше мотивов. И мы этот мастер-класс официально не продвигали, потому что такая у нас была задумка, что мы сначала навяжем все мотивы, и все мастера, которые давно с нами, давно нас смотрят, давно вяжут, давно нам доверяют, мы можем им предложить вложиться в этот проект, чтобы мы дальше его создавали, и как бы сказать так, вложиться на будущее, потому что, конечно, мы не знали конечное число, конкретно сколько будет уроков. Мы предполагали одно, чуть вышло больше. Я думаю, что это только приятно. Такой приятный бонус для всех, кто тогда не прогадал весной, вложился в этот проект. И сейчас мы активно а, хотим создать из них 5 эскизов, 5 изделий. Мы уже презентовали эти эскизы весной как раз. И сейчас мы будем создавать отдельные уроки и отдельные мастер-классы. То есть
Представьте, у нас есть там определенное количество мотивов, планочек и один урок по сборке нерегулярной сеточкой. И вот сейчас мы начнем как такой лего собирать, да, например, свитер Лилия, на него идет там 20 таких мотивов, там свитер Маргаритки мы планируем, там на него 7 мотивов идет. И мы вот такое лего будем собирать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И я выложила как бы такую финальную точку, финальный пост, что наконец-то мы досняли все уроки, все в личном кабинете находится у мастериц. Как мы счастливы, что это была очень большая работа, практически 1,5 года нашей жизни. Да, это отрисовка схем, снятие видеоуроков, фотосессия различная, фотосессия мотивов. И я понимаю, что это вызвало такой прям бурю эмоций, потому что мы решили сделать возможность, пока мы активно не формируем вот эти различные мастер-классы на другие свитеры, например, там еще у нас эскиз есть по пальто с капюшоном. Я думаю, что вы знаете, что сейчас очень популярно, особенно весной, например, такое весеннее пальтишко, кружевное иметь в своем гардеробе. Я думаю, захочет каждая модница. И вот был создан эскиз именно с капюшоном пальто, но мы его еще не сделали. То есть мы само изделие еще не сделали. И изначально мы думали, что мы каждый месяц будем сейчас делать новый марафон, рассказывать про каждое изделие отдельно и продавать этот мастер-класс. Честно, мы поняли, что мы устали. Мы работаем нон-стоп почти последние, ну, начиная с начала 2020 года. У нас вот такой ритм с Раисой Петровной. Мне очень нравится наша работа, но я понимаю, что, конечно, каждому нужен отдых. Просто элементарно, физически, да, уже здоровье может подводить, и отдых нужен. И так как у нас такой большой глобальной целью прежде всего стоит создание коллекции, мы все-таки решили оставить этот фокус на коллекции. И поэтому решили, что мы, да, конечно, мастер-класс мы завершили. Теперь мы можем подсчитать, знать, сколько в него входит уроков, да, вот сколько мотивов, сколько планочек. И я подумала, что можно создать личный кабинет на нашей новой платформе, и для каждого, получается, мотива прикрепить там, сделать такую отдельную страничку. Конечно, добавить, кстати, еще по теории цвета урок, сделать вот каждый урок на отдельной страничке и продать этот мастер-класс еще раз. Да, вот мы летом открывали где-то на месяц возможность, весной, летом, и мы подумали, что сейчас тоже можно открыть эту возможность, пока мы не формируем вот эти отдельные мастер-классы на различные изделия, потому что, скорее всего, я прям не буду зарекаться, но у нас нет сейчас сил проведение марафонов. Мы сейчас хотим полностью сосредоточиться на коллекции, и о коллекции я вам сегодня тоже немного расскажу, открою вам занавес, да, какое именно первое изделие у нас уже начало так формироваться. И это наш основной фокус, потому что нам хочется выйти на мировой рынок. В следующем году, я думаю, что это будет более вероятно, когда коллекция будет готова, провести свое небольшое мероприятие, дефиле. А может быть, не только свое, может быть, и в рамках мировой активности моды поучаствовать. Поэтому сейчас вот марафоны мы решили фокус оставить с них и попробовать начать делать, ну, просто вот есть у нас какие-то мастер-классы, о них рассказывать, и кто хочет, тот будет приобретать, зная ценность чего, да, что это не всегда будет возможность так приобрести большой такой мастер-класс, потому что в дальнейшем мы его продажи на него хотим закрыть и все-таки формировать различные мастер-классы. Когда их уже свяжем, эти изделия, когда отдохнем немножко на новогодних праздниках и когда сделаем хотя бы большую часть коллекции. Поэтому мы решили открыть продажи по теплой Ирландии. Что в нее входит в этот мастер-класс? 49 видео, 53 мотива, 3 планочки, 5 эскизов на различные изделия и их техническое задание, и, конечно, видео по нерегулярной сеточке. Это все входит в один мастер-класс. Я должна пояснить,
Тут, например, 49 видео, а 53 мотива. Как так? Да, то есть обычно у нас была такая математика, что на одно видео у нас идет один мотив. Но здесь у нас есть мотивы, которые идут симметричные, поэтому и либо чуть-чуть видоизменены, например, там цветочек лилии, у него есть вот тут вот с такой косичкой, есть с другой косичкой вариация этого листика, поэтому видео одно, а мотива в него включено в два. И я видела, что мастерицы, которые уже приобретали теплую Ирландию, они писали, как так, правда? 53 мотива и пошли пересчитывать, типа, а сколько мотивов действительно у них в личном кабинете. Я все пересчитала перед тем, как написать данный пост. Это действительно 53 мотива, 3 планочки различные, которые вы можете использовать в разных вариациях. 5 эскизов. Это у нас свитер лилии, свитер маргаритки, пальто с капюшоном. Это у нас жилетка, и у нас такой жакетик есть. Кстати, мотивы на жилетку, жакет и пальто тоже практически готовы. Ждем их от мастера, который вот нам остаточки довязывает. А так у нас уже мастера нам присылали все мотивы, ну, каждую вообще каждую неделю я практически хожу на почту, то я что-то высылаю, какие-то ниточки, то мне что-то присылают. Также и Раиса ходит регулярно на почту. И каждый вечер я заканчиваю тем, что заправляю ниточки в мотив. То есть, ну, навязано очень много. У меня огромный такой пакет этих мотивов по теплой Ирландии. Жду не дождусь, когда все уже ниточки ну, вправлю, и мы можем начать выкладывать на моих любимых помощницах данные изделия. Про мастер-класс. Ой, сейчас. Наверное, тут слайд 2 раза повторяется. Да, 3 планочки и 5 эскизов. Да, я перечислила 5 эскизов, и по нерегулярной сеточке это будет урок на планшете. Имейте в виду. Стоимость данного мастер-класса 51 900 рублей. Это с учетом вообще вот всего-всего-всего. И получается, что конечно, это очень такая весомая стоимость, и мы подумали, что раньше мы этот мастер-класс делили на 2 части, да, и это было там 20 тысяч и остаток такой. И платили мастера так, как им было комфортно, либо сначала одну часть, потом вторую. Сейчас я понимаю, что, наверное, будет логичнее всего сделать по частям и сделать маленькие части, и как можно их больше, чтобы была возможность постепенно выкупить этот мастер-класс. И получается, что одна часть, если мы разделим на 9 частей, будет стоить 5766 рублей. И смотрите, здесь очень важно. Я буду формировать личный кабинет. Получается, сделаю сайт. С сайта можно будет купить мастер-класс либо полностью, либо купить его по частям. Но когда вы покупаете, ну то есть на самом сайте можно купить только первую часть. Вы покупаете эту первую часть, и вы попадаете внутрь системы. И уже только внутри этой системы, в личном кабинете, вы сможете купить вторую часть, третью часть, четвертую часть и так далее. То есть если ну, невозможно будет купить этот мастер-класс, там, например, хочу пятую и шестую часть. Нет, либо вы его покупаете постепенно полностью, и для вас открывается эта возможность, когда вы первую часть покупаете, либо для вас эта возможность не откроется, если вы первую часть не купите. Потому что в дальнейшем мы закроем возможность вообще покупки этого данного мастер-класса. Пока я не знаю, когда. Ну, то есть мы изначально подумали до Нового года, но я не знаю, когда я доделаю этот сайт. Честно, я очень много сейчас работы, у меня в приоритете есть новичок. Я думаю, что вы о нем все слышали, да, мы постоянно в последнее время очень такой популярный рилс у нас залетел, особенно в Ютубе, там столько комментариев. Мастер-класс новичок хотят пройти даже мастера, которые уже связали изделия 3-4 у нас или вообще в технике ирландского кружева. Это, конечно, очень приятно, что они хотят именно новичок пройти у нас тоже. Но мне кажется, им нужно уже МК-мастер эти проходить, что они прям уже мастер с большой буквы, я бы сказала. Вот, и сейчас основной фокус у меня будет, конечно, на новичке, но в дальнейшем я думаю, что это будет через недельку, и я начну формировать личные кабинеты и вот возможность покупки мастер-класса «Теплая Ирландия».
Насколько это откроется возможность, я пока не знаю. То есть мы будем смотреть. Но точно что я знаю, что до Нового года мы хотим подарить скидку 20% на этот мастер-класс. Это значит, что если вы покупаете мастер-класс сразу же, то у вас будет стоимость не 50 на 1900 рублей, а 41 520 рублей. То есть очень-очень даже выгодно. И также, если вы купите первую часть, вторую часть, например, успеете до Нового года, мы сделаем вам вот этот промокод, и у вас будет также возможность купить этот мастер-класс, часть этого мастер-класса тоже с этой скидкой 20%. То есть сейчас вы уже можете приобрести его со скидкой 4613 рублей первую часть и начать постепенно изучать мотивы, вязать. Все технические задания мы добавим в первую часть, чтобы вы видели, какой объем. Например, хотите связать свитер Лили или хотите связать пальто к себе, например, к весне. Вы сразу увидите, сколько нужно туда связать пуговок, сколько нужно туда связать листиков и так далее. То есть это будет в первой части, вы можете начать постепенно его довязывать. До 31 декабря будет этот промокод активен. По промокоду я чуть позже напишу в телеграм-канале, когда завершу мастер-класс именно на сайте. Если вы уже сейчас хотите приобрести, то можете написать нашему администратору. Она вам просто вот ссылку на кассу скинет сразу же с учетом этой скидки и откроем вам мастер-классы постепенно уроки. Также про теплую Ирландию. У нас пополнение в команде. Я думаю, что вы сейчас догадаетесь. Это видео сделала наш новый член команды, ее зовут Софа, и она монтирует такие прекрасные видео. Мне хотелось с вами поделиться, потому что, честно, появление Софы, вот недавно с ней встретились в кофейне с мамой, она сняла, как мама рисует схемы к МК-новичку, и с ее появлением появилось такое новое свежее дыхание взгляда на нашу работу, на наш проект. И это безумно приятно, потому что я понимаю, что когда ты делаешь что-то каждый день, особенно у нас такой формат с работы, что мы редко видимся. И у нас редко есть возможность встретиться просто на кофеек или чаек. Мы по большей части созваниваемся по работе. Мы редко видимся, когда нужно передать какие-то мотивы, встретиться по ниточкам. И очень не хватает, конечно, такой, может быть, близости физической периодически. И может создаться ощущение, что ты работаешь один, ну, потому что у нас мастера по всему миру, можно сказать, разбросаны, со всеми, конечно, созваниваешься, и в целом я заметила такую тенденцию, что человек в последнее время стал очень много времени проводить в одиночестве. Я не исключение, живу вот в своем домике и творю каждый день, создаю изделия, придумываю что-то, и есть это ощущение такой камерности. С одной стороны, мне это очень нравится, мне нужно вот эм, пространство для творчества. А с другой стороны, как же приятно, когда ты можешь физически с кем-то встретиться, физически пойти на съемку, физически что-то обсудить про проект. И Софа такое прям свежее дыхание, свежий взгляд. И я вспомнила такую фразу однажды услышала, что хотите идти быстро, идите в одиночество, в одиночку. А хотите идти долго, идите вместе. И я понимаю, что мы с Раисой идем в долгую, да, у нас очень-очень непростая задумка проекта. И мы, конечно, мечтали, что мы соберем команду за первый год, но мы сделали это за 5 лет. И я думаю, что это не про ожидание, реальность, а это про то, что у всего свое время и всему свое время. И все приходит вовремя, уходит тоже. И для меня, когда у нас появляется какой-то новый человек, это действительно как расширяется семья,
и ты понимаешь, что этот человек может еще что-то интересное привнести. Даже мастера, когда к нам новые приходят, ну, вот чаще всего у нас есть какой-то мастер, который к нам присоединился по одному проекту. Он потом придет на второй, на третий, на четвертый, и это великолепно, здорово. То есть он становится еще с нами ближе, мы еще больше говорим на одном языке, потому что он связал такое изделие, он понимает, о чем идет речь, потому что в каждом уроке мы раскрываем все новые и новые нюансы, да, у нас все больше и больше прямых эфиров проходит, и мастера, конечно, участвуют в этих прямых эфирах. Но вот еще, когда появляется человек именно вот прям новый-новый, я думаю, что он тоже привносит к свежести, да. Я увидела, что, например, там кто-то пишет благодарность за то, что мы решили запустить мастер-класс «Новичок». И я понимаю, что это будет действительно такая новая волна для многих мастеров, которые, возможно, не решались взяться за жакет или болеро, потому что элементарно страшно. Во-первых, продукт дорогой, да, то есть, а вдруг вообще там мне ничего не получится, а я его за такую цену купила, и вообще зачем я это сделала? Не знаю, может, муж поругает за то, что я столько денег потратила и ничего не сделала. А с другой стороны, конечно, страх сборки. Страх сборки. Ужасно огромный страх сборки этой нерегулярной сеточки. И именно поэтому в этом обновленном новичке мы решили о нерегулярной сеточке рассказать, чтобы вы уже прямо сейчас начали с ней знакомиться, и чтобы вы ее не боялись, потому что, конечно, страх, он сковывает, нужно это понимать. А творить вот в такой скованности, когда тебя сжимают, очень некомфортно. Лучше творить тогда, когда у вас есть для этого пространство и, конечно же, желание. Я недавно записала подкаст на тему правильной обратной связи. Очень рекомендую вам его прослушать. Он на тему, как правильно себя, я бы сказала, даже мотивировать, потому что в какой-то степени я думаю, что наш мозг, во-первых, склонен замечать только плохое. Он прям тыкает. Вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. А хорошее мы редко замечаем, а еще со временем мы к нему так привыкаем, что мы его обесцениваем. И вот это замечать, что плохо, это про тревогу, и что это как способ выживания, да, то есть нужно заметить опасность, чтобы потом не было плохо, да, то есть что, может быть, это как-то связано с нашей темой выживания вообще, может, в подсознательном каком-то даже ключе. А если мы оставим вот именно галочки на тему «а что хорошо?», то и мозг быстрее начнет переключаться и замечать, что хорошего. Вот интересно, с начала этого курса, с сентября, у нас было такое задание. Мы приходили на занятия, и первое, что нас спрашивали, как у вас дела? И нам нужно было всегда отвечать «хорошо». А потом нас спрашивали, а что хорошего у вас произошло? Или что хорошего? И мы каждый раз говорили, что хорошего там случилось за эти последние 2-3 дня. И удивительно, но в первое время было очень сложно мне переключиться и найти что-то хорошее, хотя я считаю себя достаточно позитивным человеком, и во многих ситуациях безвыходных, на первый взгляд, я искала всегда выходы, искала возможности, что так, нет, мне так не нравится, а как мы повернем, да, история становления нашего проекта, история моей мамы, то, как она стала мастером по ирландскому кружеву, она во многом связана именно с умением позитивно посмотреть на порой такие даже очень фатальные моменты жизни, когда ты думаешь, что уже все, то есть конец, дно, я не хочу вставать, у меня нет сил даже встать. Ам, Хорошо, что если рядом есть люди, которые скажут: нет-нет, сила у тебя есть, давай я тебе помогу, поддержу тебя на какой-то момент твоей жизни, потому что я верю, что у тебя действительно все получится. Это прекрасно. А бывают люди, у которых этой поддержки нет. И особенно в периоды, когда мы так разделяемся, да, когда внешний мир так меняется, очень хочется вот эту гармонию
внутри сохранить. Хочется, наоборот, как-то свой уголочек, свой мирок спокойствия, любви оставить нетронутым, потому что это единственное, что, возможно, может нас как-то балансировать, когда так много негатива вокруг и когда так много концентрации на негативе. Особенно, я думаю, что вы понимаете, что любой маркетинг, он устроен либо на страхе, либо на надежде. И вот тут, да, на чем обычно делают у нас акцент. Страх продается лучше, говорю сразу, как человек, который изучал маркетинг. Страх продается лучше. Да, оттуда вот эти дедлайны, и да, в какой-то степени мы тоже это используем, но мне бы вообще не хотелось через страх что-то продавать. Я стараюсь все-таки делать на надежду. Хотя надежда продается гораздо хуже, потому что, ну, страх это такая история. Быстрей беги, да, замри. А надежда это что-то про будущее, это про то, что нужно строить, нужно создавать и нужно вкладываться в это. И мне нравится больше делать, конечно, акцент на том, что вы все можете. Я верю. Я тот человек, который увидел потенциал в моей маме, Раисе Петровне, в нее поверила. И вот к чему это привело. Я думаю, что если бы тогда не было вот этой поворотной точки, если бы не было какого-то негативного влияния, то есть мы не знаем, нам в жизни нужен разнообразный опыт. Вот о чем я пытаюсь сказать. Всем нам нужен разнообразный опыт. Жизнь не состоит из одних пони и радуг. Нет, не так. Она состоит, она разнообразная. И там, где есть плюс, там есть минус. И в этом минусе тоже можно найти много глубины, философия, очень много мыслей, полезных мыслей для размышления. И я знаю, что когда люди объединяются, особенно когда они друг друга поддерживают, слышат, то легче становится идти. И мне вот этой поддержки порой не хватает. Но это в моей голове, это иллюзия, что этой поддержки нет. Когда начинаю думать об этом, начинаю перечислять и вообще понимать, на какой траектории жизни я нахожусь, куда я стремлюсь, какие люди меня окружают, это так заряжает, у меня появляется ощущение такой тотальной поддержки от мира, от людей, от, от Бога, да, то есть это действительно такая всепронизывающая поддержка, где ты понимаешь, что ты не можешь не делать дальше. И это то, что меня всегда мотивирует вставать дальше, создавать, создавать и создавать. И хочу рассказать про нашу работу над коллекцией. Забрала в начале октября огромную посылку с Алиэкспресса, заказала ниточки, которые заказывала еще летом, долго-долго шли. Но иголочки, ниточки, иголочки я заказала, иголочки именно вот с этим шариком из стекла. Я думаю, что вы знаете, вот эти иголочки с пластиковым шариком, они отлетают, потом их очень сложно достать с манекена или планшета. Я подумала, что нужно вот в это вложиться, села, посчитала, потому что я увидела, что на ВБ они приходят за 3 дня, эти иголочки. Но я села, посчитала, сколько они стоят. У меня там вышло где-то в районе 1,5 рублей за иголочку. Ну, просто количество на сумму разделила. По ВБ полазила и поняла, что ну, невыгодно. Я же понимаю, что если мы собираем иголки, да, то вот, чтобы вы понимали, здесь сфотографировано 2000 иголок. То есть я накупила сразу же 2000 иголок и решила их все-таки с Вайлдберрис заказать, потому что они там вышли по 0,4 копейки, 0,4, получается, 40-50 копеек где-то. Где-то было подлиннее иголочки, взяла за 70 копеек. Но я думаю, что и короткие иголочки нам подойдут. Мастера начали присылать свои мотивы, я их раскладываю, отпариваю, любуюсь ими, смотрю на них, подсчитываю их, да, чтобы все сверялось с техническим заданием, использую их для других эскизов, потому что были какие-то изделия, которые я еще не довыложила, не хватало мне мотивов, не хватало вдохновения сесть этим заняться. Сейчас, на сегодняшний момент, вся коллекция придумана, все мотивы сделаны.
Ну, я имею в виду по подсчету, да. Мотивы в процессе вязания, ниточки все отправлены. Очень такое приятное ощущение, что какой-то этап завершен. Конечно, есть и другие задачи, но вот уже такой глобальный первый шаг сделан. Я думаю, что мы вот в процессе второго шага, и третий шаг будет, это когда мы полноценно все изделия начнем собирать до конца уже и упаковывать. Съездила в Новосибирск, отвезла лично, была таким личным курьером для Олеси, отвезла ей новую помощницу. Хорошо, тут очень близко, буквально часов 8 на поезде, ночь, и проснулась уже в Новосибирске. Мы начали делать выкладку мотивов. Кстати, начала вести вот эти сторис в Телеграме, поэтому, если интересно, иногда там выкладываю что-то, иногда в нашей общей большой группе. Если интересно, можете присоединяться в мой аккаунт. Я для всех транслирую сейчас его, эм, чтобы было видно, да, над чем мы работаем. У меня достаточно много друзей, которые спрашивают, чем ты занимаешься. Им непонятно немного, вот, что там, какие-то выкладки, что-то эскизы. И вот я стала об этом чаще рассказывать, транслировать, записывать какие-то небольшие видео. Софа, опять же, к этому меня очень сильно мотивирует, что нужно вот такое видео снять или такое с таким ракурсом. Если что, подписывайтесь. Сделала для вас фотографию Олеси, как оказалось, там целых две помощницы уже на фоне. Но нам нужен был прям миниатюрный размер, потому что нас предупредили, все модели очень-очень худые, и мы хотим сделать такое изделие, чтобы оно прям, ну, облегало модель. Поэтому был сделан новый манекен именно под 42 размер. Это будет блузка. Блузка у нас будет 8, да. В коллекции у нас будет 10 изделий, и блузка будет в 8 образе применена. А внизу будет глиняная юбка. Такое интересное будет решение. Также мы выложили с Олесей платок. С мастерами давно вынашивали такую идею. Хотим этот платок потом в дальнейшем предоставлять различным стилистам и, ну, на съемке давать возможность, ну и самим, да, походить, посмотреть, удобно, неудобно. Именно вот платок в технике ирландского кружева. Далее. Сделали выкладку, а Олеся сейчас начнет делать сборку. Еще такой очень милый момент. Конечно, во-первых, я приехала к Лесе дня так на 2. Очень много разговаривали, провели время очень в такой уютной атмосфере. Я не знаю почему, но у нас в Омске был дождь в этот момент, а в Новосибирске там навалило вот таких сугробов. Очень-очень холодно было. И Олеся сделала мне чаечек. Я увидела, что как на этой упаковке с печеньками, там девочка, видите, сидит, вяжет. Я подумала, как это мило. Возможно, бред, но вот, на мой взгляд, такой, как будто бы послание от Вселенной. Там же могла быть абсолютно любая коробочка с абсолютно любым изображением. Я могла вообще не заметить эту коробочку, но было приятно, что я увидела эту коробочку, увидела, что девочка вяжет, да, спицами, но для меня вот и спицы, и крючок — это все про одно, про рукоделие, про искусство, про возможность каждого создать что-то своими руками. Мне было так приятно увидеть девочку, которая вяжет. Я решила сфотографировать. Также мы с Олесей сходили в ее любимый магазин пряжи и накупились там такими клубочками красивыми для теплой Ирландии. Скоро будем тоже создавать изделия из этой классной пряжи. А еще Олеся одолжила мне такую новую помощницу. Я не знала, честно, я не знала, что есть голова-манекен. Да, то есть я понимаю, что есть точно головы для причесок, чтобы можно было тренироваться прически, там косы плести и так далее. Но я даже не подозревала, что бывают такие головы-манекены. А я уже давно вынашиваю мысль, что я хочу шапку в технике теплой Ирландии,
прям долго-долго. И еще у нас в коллекции есть небольшие такие головные уборы. И я думала, как же их примерять на себе или как. Ну, то есть хочется же со стороны увидеть в объеме, как это изделие будет смотреться. И я очень была благодарна Лесе. Она одолжила нам этот манекен, и вот этот манекен уже у Раисы, она тоже загорелась. Мы решили, что все, вот скоро шапка будет, мастер-класс по шапке обязательно сделаем. Очень, очень жду ее. Вот мне даже тут клубочек, вот такой красивый, благородный коричневый цвет выбрали. Мне хочется, чтобы эту шапку я прям реально носила, чтобы это было именно в технике теплой Ирландии, чтобы там не было никакого подклада связанного. Ну, знаете, вот как можно там, например, подклад связать спицами. Нет, я прям хочу, чтобы это была только теплая Ирландия. Это меринос, да, стопроцентная шерсть, очень хорошего качества, мягкая. Я думаю, что будет комфортно в такой шапке даже зимой. Очень приятно. Ну и долгожданный мастер-класс «Новичок». Правда, очень долгожданный. Долго мы вынашивали эту идею. И наконец-то. А мы создали сайт. Ссылочку на сайт я тоже прикреплю к описанию в этом видео. Вы уже можете зайти на сайт, посмотреть программу, почитать. Условия такие, что мы вяжем с вами изделие, и мастер-класс будет доступен 9 декабря в 12 часов по Москве. Но урок по нерегулярной сеточке мы добавим неделю позже. То есть он не будет сразу же там. Поэтому если вы хотели именно нерегулярную сеточку, я спешу вас немного разочаровать. Уроки будут открываться постепенно по мере прохождения мотивов. То есть вы сначала проходите мотив по листику, потом у нас, по-моему, идет дуга, трилистник тут. Что ж, я вам лучше расскажу, покажу программу. Программа мастер-класса. Мы изучаем листик, изучаем трилистник клевер, изучаем дугу, изучаем ирландскую розу в 3 вариантах. То есть это будет малая, средняя и большая ирландская роза. И изучаем колечко. Я решила колечко поставить самым последним пунктом, чтобы у вас была возможность вообще познакомиться. Самое ключевое в этом мастер-классе мы будем изучать держание крючка, и есть такой вид монастырское вязание. То есть это про то, как сделать именно петли одинаковыми, как сделать мотивы одинаковыми, потому что сейчас мы выходим на рынок, где мы будем создавать изделия на заказ, и мы уже столкнулись с таким моментом, что какие-то мастера вяжут мотивы, их присылают, и там, например, волны с разницей в 2 сантиметра. Да, и мы понимаем, что это явно повлияет потом в дальнейшем на рисунок и на выкладку изделия самого. Поэтому хотелось бы, да, чтобы каждый мастер вязал примерно с одинаковым натяжением нити, чтобы мотивы были одинаковыми. Поэтому мы рекомендуем вам пройти вот такой мастер-класс «Новичок» не только для нас, но это и для вас будет полезно, чтобы у вас эти мотивы были одинаковыми, да, и не было вот этого плясания, где-то больше, где-то меньше, идет косичка и так далее. Мастер-класс очень интересный. Я пока монтировала уроки, у меня уже ручки зачесались, я сама захотела, потому что, ну, во-первых, да, я думаю, что вы видите само изделие собрать целое. Еще вот тут такой нюанс. Сейчас хочу вернуться вот к этому слайду. А, Смотрите, это воротничок, да. Но я старалась сделать выкладку так, чтобы вы могли использовать это изделие не только как воротничок. То есть, например, вот здесь вы сделаете пуговку, и вот здесь сделаете пуговку. Мне бы хотелось, чтобы вы могли носить это еще как манжетики. Да, вот именно вот сюда. То есть можно под свитер какой-нибудь. Сейчас я посмотрела, так модно, оказывается, вот именно кружевные какие-то вставки, и особенно вот эти манжетики в любом кружевном, не знаю, в любом каком-то луке добавлять это кружево. Я даже с одним стилистом поговорила, и она сказала, что, там, например, платок — это стиль, особенно на голову платок повязать кружевной. Воротнички сейчас носят абсолютно со всем. Это не обязательно рубашка, это может быть толстовка, это может быть свитер, это может быть даже
как худи, она мне сказала. То есть, представляете, худи с капюшоном. Я говорю, как так? Говорит, да, вот представляешь, так стилизует сейчас, что воротничок даже с худи носит. Я поняла, что даже такой воротничок и для новеньких каких-то молодых девчонок будет интересно связать, потому что раз это сейчас модно и стильно стало резко кружево добавлять в свой образ, то я думаю, что такое изделие, оно действительно будет очень популярным. Конечно, вы можете менять, видоизменять, делать свою раскладку. Вообще здесь мы не настаиваем на том, чтобы вы точь-в-точь повторили, как на картинке. То есть здесь мы не ставим оценки, вы будете его проходить в своем темпе. Но имейте в виду, мастер-класс будет доступен только 30 дней. Да, то есть у вас будет ровно 30 дней, чтобы освоить и посмотреть все эти уроки, чтобы связать этот мастер-класс. Потом доступ к нему закроется. И на этот аккаунт, ну, на ту почту, которую вы регистрировались, уже нельзя будет вернуть этот мастер-класс, нельзя будет его заново зарегистрировать. То есть он доступен только один раз. Поэтому, если вы там очень сильно хотели пройти этот мастер-класс, но у вас 1500 каких-то новых еще проектов или доделок, я рекомендую вам никуда не спешить, он никуда не денется. Выдыхайте, делайте все в своем темпе. Потом, когда созреете, захотите этот мастер-класс пройти, добавляйте и проходите. Пожалуйста, не спешите. А еще заранее рекомендую тогда приобрести вам ниточки. Ниточки мы так, рекомендуем Пеликан или Филодискозия 8. Сам воротник связан на ниточках Дэнди, но в процессе вязания мастер поняла, что либо, может быть, Дэнди изменили скрутку, изменили технологию создания ниточки, но она стала где-то, знаете, прям вот неровная, и ругалась на эту ниточку. Несколько тысяч раз предлагала мне полностью переснять все видео, но я подумала, что это классный опыт, которым мы тоже с вами можем поделиться. Сами уроки понятные, интересные. Там есть у нас еще схема. Я сегодня доделала PDF, то есть PDF фотоинструкция такая пошаговая, которую вы можете скачать. PDF у вас останутся, кстати. PDF вы потом можете себе оставить, да, и к ним периодически возвращаться. Также мы приготовили для вас не только эскиз, но и глоссарий. То есть это будет прям азы, будет урок по постановке рук, и будет вот самые-самые простые петельки. То есть кто вообще не умеет вязать крючком. Вот этот мастер-класс для вас, кто вообще не умеет. Это для меня мастер-класс. Я не умею вязать крючком, умею только вот эту косичку набирать. И я понимаю, что я именно начну с глоссария, и с изучением того, как изображаются разные петли, чтобы читать схемы, потому что схемы моя мама отрисовала безумно красивые, я хочу в них разобраться, я хочу понять, как они читаются, вот эту логику, да, то есть мы здесь вот прям азы-азы взяли, и этот мастер-класс подойдет именно для тех, кто не умеет вообще вязать крючком и хочет научиться, и хочет сразу же научиться в технике ирландского кружева. То есть, подытожим, раньше у нас был мастер-класс новичок, но он был конкретно для того, чтобы просто научиться вязать крючком. Не в технике ирландского кружева, просто научиться вязать крючком. А сейчас мы решили сделать продукт, именно где вы научитесь вязать сразу же ирландское кружево, да? То есть не нужно вот сначала так научитесь, потом так будете уже вязать. Нет, сразу же, в омут с головой, погружаемся, создаем, творим, не боимся, знакомимся с нерегулярной сеточкой. Как получится. И, пожалуйста, помните такую фразу. Я сама ее себе уже несколько тысяч раз повторила, когда что-то попыталась сделать, у меня что-то не получилось, когда захотелось все переделать. Я повторяю себе фразу элиты, которая сказала на первом еще мастер-классе по жакету в первом потоке еще 5 лет назад, когда всем хотелось какие-то мотивы перевязывать и сделать идеальный-идеальный первый жакет, она сказала: первый жакет, он как котенок, он не может быть плохим. И ну, так как вот первый котенок, он не может быть плохим. И для меня вот этот воротничок, он как первый мой котенок, который не может быть плохим. Пожалуйста, относитесь к этому так же, если вы только-только захотите с нами познакомиться и попробовать пройти данный мастер-класс. Очень вас прошу, постепенно, по чуть-чуть, не бойтесь. Вы все освоите и не относитесь к этому слишком-слишком серьезно.
Наоборот, мы этот мастер-класс решили создать, чтобы вы насладились процессом. Насладились. Так. У меня все. Раиса Петровна, ваши комментарии. Ну, я хочу продолжить. Я сейчас сижу, слушаю тебя, твою конференцию, которую ты проводишь, и вижу первые элементы твоей шапочки. О, это Да, прекрасно. Я очень жду ее. да. Ну, а потом еще по поводу того, что кто-то подражает, то я могу сказать, что из своего как бы наблюдения мы все кому-то подражаем, если нам что-то нравится. Поэтому это, знаете, как маленький ребенок, который подражает взрослым, потому что своего еще ничего нету. Но это просто идет обучение, когда мы повторяем за кем-то. Но самое главное, чтобы обучение у вас было с хорошим мастером, с хорошим началом. Вот кто вам может подать руку в трудный момент и в трудные ситуации, где вы не знаете, как это сделать, чтобы у вас не пропало желание вязать, это точно. Так что повторять, я думаю, что это хорошо. Ну, самое главное, чтобы для вас было комфортно то, что вы делаете, и то, что вы уверены, что вы делаете хорошо и с любовью. Тогда Видишь, да, но тут видишь немного о другом речь. Я прям видела комментарии, написали, что да, там в Ютубе да, девушка прям повторяет точь-в-точь, пытается повторить там цветок лилию и так далее, и другие мотивы. И я думаю, что это про энергетику. То есть представляешь, какую карму человек себе записывает в программу в жизни, если он сейчас крадет какие-то идеи, нет, я это не свое. думаю, что это... ну если Она он будет... выставляет это как свое авторство, поэтому мне и смешно, и я понимаю, что, ну, карма, ну, на мой взгляд, я вообще верю в карму, я верю, что все обязательно вернется, да, поэтому то, что ты засеешь, то и пожнешь. Мне кажется, это очень некрасиво. Не хочется делать ей лишний пиар, и они вообще ну, там где-то ругаться или что такое. Я на это просто наблюдаю и понимаю, что человек незрелый, он не понимает, как вообще закон мира устроен, и что действительно она в какой-то степени нарушает и авторские права. Но она, ну ладно, вот пускай это будет на ее совести, на ее будущей карме. Я знаю, что мы идем тогда впереди. Я знаю, что мы создаем что-то уникальное. И для нас это как такой очередной звоночек, что, возможно, у нас там не такое огромное количество подписчиков, но мы точно делаем что-то уникальное и свое, да, то есть мы как оригинал, который пытаются теперь копировать, как, не знаю, как Дольче Габбана, который создает свои сумки у себя в мастерских, да, где-то в Китае, их шлепают там на заводе и так далее. То есть для меня это немножко выглядит вот так, я подумала, ну ладно. То есть, возможно, ну, я знаю, что это действительно вернется человеку, по карме вернется. Ты что так, Я верю в так это. это Я строго? сама стараюсь ну, Пустяки. не делать Не, зла, не пускай, красть. не надо. Пускай человек работает, и пускай он это считает, что это его. Это ну, нормально, когда он... Понимаешь, дело в том, что человек вживается. Мгм. Он вживается в свою роль, и он в этой роли должен быть герой. Поэтому это нормально. Я бы с тобой Поэтому, поспорила. Ну ладно. ну, ради бога. Я думаю, что если будет много хорошего, много красивого, то и наша частичка тоже будет там. Поэтому пускай. Ладно. Не важно. Добрый вечер. Ой, так, ой, простите. Так, сейчас. А можете включить микрофон? Я случайно. Да, здравствуйте. Добрый вечер. А можно сказать по поводу этой, Да, конечно. ну, девицы? Просто в моем понимании, если ты копируешь, то ты либо копируешь
качественно, красиво, с ровными красивыми петельками, либо ты не копируешь вообще. Лучше копировать хорошо, чем плохо. Я зашла, я в YouTube редко захожу. Я в YouTube захожу, ну, раз в месяц. Вот я зашла в этот раз, и вот это на самой первой странице, вот на этой вот, когда там все эти, вот это видео, смотреть невозможно. Мгм. Элемент получился, ну, как бы сказать, ну, если только внутрь сумки, чтобы его никто не видел. Ладно. Ну, это Прикрыть карманчик. да, это точно И вот, как в Китае, немножко копия. и все. Ну, если ты собрала, ну, если ты, как говорится, взяла этот элемент, говоришь, что ты автор, что ты его делал, ну, ты сделай тогда его качественно. Пусть он будет по-другому выглядеть, но он выглядеть будет качественно и красиво, чтобы его можно было там на верхнюю одежду сделать, там навязать этих элементов и сделать там пальто, жилетку, там свитер, чтобы они выглядели красиво и качественно. Мгм. Пусть ты там какие-то добавишь столбики еще лишние, витые столбики, но чтобы это было, ну, глазу приятно. Да. А так, ну, я не знаю. Девчонки, вы меня заинтересовали. А Анжелика, ты мне, пожалуйста, скинь, я я хочу тебе не посмотреть. смогу Что скинуть, он потому делает? что мне мастера в личку присылают скрины этих видео, и я сама даже ни разу не заходила на страницу этого человека, я не знаю ни аккаунт, ни имя, ничего. То есть ты вот сейчас вот мастера здесь есть, Наталья, скиньте, пожалуйста, Раисе в личное сообщение ссылочку, чтобы она посмотрела, о чем идет речь. Ну, это, кстати, Она даже из, она даже из МК толстушка элементы. И тоже, ну, вот, а, ну, не так. я Вот помню, она вот. да, в прошлом году уже было такой инцидент. Ну, ладно. Пускай будет на совести этого человека. Я даже помню, что наши мастерицы начали нас защищать в комментариях у нее. Ругаться. Не надо ругаться, пожалуйста. Не, не надо Вообще не ругаться. надо. Я ей тоже хотела написать, но она забанила. Тех, кто ей Да? писал, она забанила. Ой, ну вот, правда, глаза колят. Лучше, конечно. Хочется такое забанить. Ну, ладно, ничего страшного. На самом деле, когда, знаете, идешь своей дорогой, ты понимаешь, что она уникальная, и обязательно все получится. Ну, то есть у всех получится так, как задумано имя. И если человек задумал копировать, ну, пускай копирует. Я знаю, что мы создаем и мы вкладываемся полноценно. Я знаю, что нас скопировать невозможно будет. Это не будет там вторая Анжелика, это не будет вторая Раиса Петровна. Никогда. То есть это всегда будет уникальный наш проект, Ам, да, и мастера к нам наши притянутся. Я даже вообще как-то не думаю о том, что там конкуренция, там у нее начнут какие-то мастер-классы покупать. Я об этом даже не думаю, потому что я понимаю, что люди притягиваются на энергию, на энергетику, которую ты транслируешь, на мысли, на философию, на внутренний какой-то свой мир, который ты транслируешь. Вот на это люди притягиваются. И к нам придут обучаться те мастера, которые почувствуют, вот что-то такое родное и приятное. То есть нам не нужно как-то кого-то переманивать или... То есть я вообще стараюсь, что... Вот, ну, вы, наверное, видите, да, мы стараемся очень лояльно вести наш канал. Мы не хайпимся, мы не делаем какие-то там вызовы, какие-то всплески эмоций. Мы вообще очень-очень так, как я говорила, на надежде всегда строим наш маркетинг. И, возможно, это игра в долгую, но зато это когда ты не получишь быстрый результат, но ты точно получишь результат, и ты его получишь достойно. Вот хочется, действительно, обернувшись и посмотрев на весь огромный пласт работы, который мы проделываем и проделаем в будущем, да, вот сделав там коллекцию, просто собой гордиться и знать, что ты это сделал по совести, ты сделал это сам, ты сделал это честно, с командой, сплочаясь, то есть у тебя ценности твои сохранились, и ты, ну вот как ты это все сделал, конечно, с любовью. А мне кажется, ну невозможно копировать с любовью. Мне кажется, это немножко с какой-то такой
ну, поддевкой, какой-то такой неестественностью, неискренностью. А когда ты с любовью делаешь, ты не можешь копировать, на мой взгляд. То есть это всегда про честность с самим собой. Вот. Я очень горжусь Раисой. Я безумно люблю ее талант. Она действительно, ну, делает что-то невероятное. Мне, честно, очень страшно облажаться на ее фоне, начать вот делать этот новичок, связать этот воротничок, но я хочу. Я понимаю, что мне очень многие мастера говорят: учись, пока мама рядом, учись, пользуйся возможностью. Я не могу сказать, что я мечтаю стать мастером по вязанию. Мне безумно нравится именно делать раскладки, мне нравится делать эскизы, мне нравится это все структурировать, мне нравится слушать подкасты на тему моды, прогностики, понимать, куда мы идем, как мода действительно влияет на искусство, влияет на людей, какие это социальные эффекты может вызвать какое-то изделие, созданное человеком. Вот эти вопросы мне очень интересны. И для меня создать воротничок — это тоже в какой-то степени погрузиться вот в путь, который мы обычно я выстраивала для других. Мне интересно самой пройти этот путь, то есть самой зарегистрироваться со своей личной почты, нерабочей, и начать проходить мастер-класс с телефона, не знаю, в поезде, в машине, у себя дома, вот где получится. Я уже ниточки взяла, крючок у мамы стащила, и я начну постепенно, по чуть-чуть проходить А- мастер-класс. Анжелика, а подскажите, пожалуйста, вот 9 декабря новичок откроется. Просто я проходила новичок, но мне хочется новый новичок пройти. А его можно будет ссылку найти на сайте у вас или как-то... Да, мы обязательно выставим все ссылочки, мы выставим пост, напишем об этом, покажем там, где сайт, и на этом сайте будет открыта возможность регистрации. В данный момент я ее закрыла, потому что если вы зарегистрируетесь, вы попадете в пустое пространство, которое еще не оформлено как уроки. Вот моя задача за сегодняшний вечер и завтрашний день выстроить вот этот личный кабинет для вас, чтобы во вторник вы могли открыть уроки, и они у вас открывались PDF-файлы, которые вы можете скачать, открывались видеоуроки и так далее. То есть я еще просто в процессе не успеваю, очень мало Очень времени. хочется, очень-очень хочется пройти новый новичок. Там постановка рук. Да. Крючок я держу, как Раиса Петровна. Мне все говорят, что это неправильно, поэтому у меня иногда и петельки прыгают. Вот, ну, мне хочется просто вот пройти и понять, ну, и Как? попробовать. Может, действительно как-то будет по-другому. Мгм. Попробуйте, Наталья. Я думаю, что получится. Не рассказала еще в презентации, в начале, нет, в конце месяца ноября, я создала сайт по игрушкам новогодним. А, я мало где об этом рассказываю. Вот я сейчас вспомнила, представляете, что не добавила это в мастер-класс. Я думаю, что вы будете не против. Я сейчас хочу вам рассказать про новогодние игрушки. Мне кажется, это очень даже актуально. Возможно, кто-то сейчас уже думает над подарками на Новый год. На мой взгляд, это будет такой приятный подарок, сделанный своими руками. Мы эти игрушки не можем найти. То есть, возможно, мы их уже кому-то подарили, я об этом забыла. Сделали фотосессию еще в 2021 году, эти игрушки есть, но я вот всегда забываю о них, представляете, вот так вот масштабно кому-то рассказать, чтобы знали вообще про этот мастер-класс. Тут я решила сделать прям сайт-сайт, чтобы можно было прям посмотреть, зайти, приобрести сразу же эти игрушки. Если вы зайдете на нашу вот визитку, здесь вот о нас, кстати, видео, и здесь мастер-классы по толстой пряже, здесь по тонкой пряже, здесь у нас сайт по манекенам откроется, вот на эти кнопочки. Вам нужно смотреть вот игрушки, вы попадаете на сайт, у нас даже такое было новогоднее видео снято. И вот представляете, мы не могли найти эти игрушки, а меня Софа уже просит: так, пошли в студию, отснимем игрушки, нужны видео, нужен контент. И я не могу найти эти игрушки. В итоге Раиса утром встала в 5 утра
зная, что у меня встреча с Софой, пошла и связала шишку с утра и приехала к нам в обед в кофейню вот с этой навязанной шишечкой. Поэтому у нас теперь есть новая шишечка. Но если вы хотите, например, в подарок кому-то связать такую новогоднюю игрушку, супер бюджетный мастер-класс, да, тут есть разные звездочки, есть снежинка, есть еловая, кедровая шишка. Можно все по отдельности приобрести, например, только вот еловая шишка вам понравилась, а можно все игрушки купить всего лишь за 990 рублей, и у вас будут сразу же вот 5 мастер-классов. 5, потому что вот здесь у нас идет сразу же 2 снежинки. И в дальнейшем я думаю, что я мастер-класс по еще одной маленькой снежинке добавлю в личный кабинет ко всем мастерицам, чтобы вы могли пройти такой мастер-класс, связать на свою новогоднюю елочку красивую снежинку. Я вот хочу приблизить, вот, чтобы вы посмотрели. Игрушки очень красивые, особенно шишечки, безумно милые. Как Раиса это придумала, я не знаю. Но вот тогда, в 21 году была задача: так, наверное, надо какой-нибудь новогодний мастер-класс хотя бы сделать. И вот мы его сделали, видео, схемы сделали, а я все никак не могла упаковать это в сайт. Наконец-то добралась, упаковала небольшой сайт, и вы, приобретя эти игрушки, вот здесь вы их покупаете по карте, да, своей или там счет, и у вас сразу же открывается личный кабинет, у вас сразу же в этом личном кабинете эти игрушки есть. То есть вам ничего не нужно писать администратору, просто вот по кнопке «Купить», регистрация, и сразу же у вас эти мастер-классы откроются, и вы можете их проходить. Они у вас бессрочно будут вот в личном кабинете находиться. Хотела, наконец-то, хоть вспомнила, рассказала. Вдруг кто-нибудь сделает такой приятный подарок своим близким на Новый год. Буду очень рада. Я бы рада была бы таким игрушечкам на свою елочку. Живые, настоящие. Я тебе уже одну подарила. Да-да, я не помню, куда я все остальные дела, я уже перерыла весь дом. Мне кажется, я их куда-то вот кому-то тоже подарила вот так и забыла об этом. Ну ничего, ладно, мы новые навяжем. Еще навяжем новые. Да? Да, конечно. Я всегда в Новый год что-нибудь обязательно дарю, вязаное близким. Мне очень нравятся либо какие-нибудь следики, либо какие-нибудь игрушки. Да, это такая приятная память, которая остается на долгие годы человека. Если есть вопросы, включайте микрофон. Если вопросов нет и предлагают завершить прямой эфир, я пойду дальше делать мастер-класс «Новичок». А также сегодня хотела записать обзор по теплой Ирландии, чтобы вот полноценно, да, какие мотивы идут и как они по частям делятся, чтобы вы понимали. И я думаю, что я даже без монтажа особо можно как-то быстренько так расскажу, как есть. Это нет времени особо монтировать. Нужно новичок доделать. Я вам все это запишу, и Маша вам будет присылать видео, кто интересовался теплой Ирландией. И, кстати, я хочу напомнить, что, получается, покупая первую часть, у вас только будет возможность купить вторую, третью, четвертую. То есть это, так сказать, на будущее возможность для себя постепенно этот мастер-класс полностью приобрести. И когда мы будем запускать полноценные изделия, мастер-классы, марафоны, вы будете знать, что у вас все эти мотивы есть, и вы свяжете эту красоту в дальнейшем в своем темпе, в своей скорости. Так, я вижу, что вопросов нет. Предлагаю прямой эфир завершать. Спасибо большое всем, кто пришел на эфир. Если бы вы не пришли на эфир, эфир бы не состоялся. Я регулярно смотрела, у нас около 50 человек здесь, и это закрытый прямой эфир, напоминаем, да, мы по ссылке вам все это присылали в личные сообщения. Очень я не ожидала, что будет такой прямой ажиотаж. Давно мы не выходили в прямой эфир. Я соскучилась по вам, по общению с вами. В следующем прямом эфире мы пригласим различных мастеров. Я расскажу про то, какие изделия уже будут доделаны под конец года. Поэтому, если хотите в эту рубрику попасть, вяжите свои изделия, присылайте
Можете даже мне в личные сообщения фотографии, ваш комментарий по созданному изделию. И я обязательно вас включу в следующую презентацию, подключу вас к прямому эфиру, мы с вами поговорим, познакомимся с вами. Ам, Если вы не хотите, да, то есть, может, стесняетесь, не обязательно будет включать камеру, или, может, вы просто хотите похвастаться своим изделием без присутствия на прямом эфире, так тоже можно, я буду только рада. Пожалуйста, пишите в личные сообщения, присылайте ваши связанные изделия по нашим мастер-классам. Я в конце декабря мы проведем новогодний такой прямой эфир и уйдем на новогодние каникулы отдыхать. Спасибо большое, что пришли на эфир. Пожалуйста, помните, все, что мы делаем, это для вас и благодаря вам. Пожалуйста, берегите себя. До свидания.